Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. И сегодня тема нашего видеоурока снова переделки. А именно мы будем переделывать обычную стеклянную банку в емкость для сыпучих изделий. Ну и как бонус еще сделаем такую быстро, покажу как сделать, подставочку под горячее в одном стиле с баночкой. Приступим. Итак, для того, чтобы сделать эту переделку, вам, естественно, понадобится стеклянная банка. Я выбрала эту банку в магазине, мне нужны были маринованные овощи. Я выбрала ее потому, что она меня привлекла своей формой, во-первых. Во-вторых, уже нанесен, само стекло сделано с красивым рельефом. И сразу же мне это бросилось в глаза, и я поняла, что что-то из этой баночки может получиться интересное. Я уже на этом этапе ее загрунтовала. Если вы не знаете, как это делать на стеклянной поверхности, вы можете вернуться к предыдущим видео. Практически в любом, где мы работали со стеклом, есть поэтапно, подробно рассказано и показано, как это делать. Уже на загрунтованную поверхность, которая хорошо высохла, я буду в первую очередь клеить декупажную карту. Декупажную карту я также уже вырезала по тому размеру, какой мне необходим. Вначале я ее увлажняю, как всегда. Беру клей и наношу на поверхность там, где будет клеиться декупажная карта. Не убирая файлик, хорошо приглаживаю. С помощью какого-либо плоского предмета убираю лишний клей. И наношу еще раз клей по карте уже непосредственно. То же самое я сейчас сделаю с крышкой. Так, сейчас я дам ей высохнуть, и потом, как обычно, с помощью наждачки уберу всю лишнюю бумагу. Ну и также я поступлю с подставкой под горячее. После того, как хорошо высох клей, обязательно необходимо покрыть изделие первым защитным слоем лака. Лак я буду использовать матовый. Для первого слоя его надо совсем немного. Все оставляем высыхать. После того, как высох лак, я беру акриловую краску и буду делать общий фон этой краской. Основная краска у меня будет. Я буду использовать сегодня акрил. Цвет я беру в этом случае умбра жженая, но вы, естественно, будете подбирать тот цвет, который соответствует вашей идее, вашей картинке, от него будете отталкиваться. Поэтому на цвет я никаких акцентов делать не буду. Если вам будет интересно, если у вас будет точно такая же картинка, вам будет интересно, какой именно, я использовала, тогда пишите комментарии, я с удовольствием с вами поделюсь всеми тонкостями, которые вас заинтересуют. Итак, беру этот цвет, чуть-чуть прямо на кончике добавлю белого. Так, густая краска вам, если у вас густая краска, можно добавить немного воды. Надо вам прям такой густой, сильно густой слой этой краски. Я покрыла дважды баночку акриловой краской. Краска хорошо высохла. Что касается высыхания, особенно с акрилом это важно, не торопитесь, дайте хорошо просохнуть каждому слою в естественных условиях. После того, как хорошо он высох, я беру красную краску. Тоже, мне кажется, она мне очень подойдет. Также акриловую.
беру немного. Сухую кисть. И вот где у меня выпуклые моменты, да, выпуклый этот рисунок, я буду проходиться по нему вот так аккуратно. Акцентной краской, скажем так. Но в моем случае это красный цвет, в вашем случае не знаю, какой вы подберете. Я легко это делаю, еле-еле прикасаясь. Также я поступаю с крышечкой. Совсем легко. Сейчас высушу и продолжим дальше. Также с помощью красной краски я покрою верхушку пробки от шампанского. Она мне пригодится в дальнейшем. Вы, конечно же, увидите, зачем она мне нужна будет. Просто хорошенько покрываю ее. Именно верхушку. Полностью она мне будет не нужна, мне нужна будет только верхушка. После того, как у вас высох слой красной краски, да, я точно так же буду поступать с белой. Беру белую акриловую краску, сухую кисть. И таким же образом сухой кистью буду немножко дополнительно и украшать, проявлять орнамент. После того, как у меня высох белый слой краски, я взяла уже, точнее, трафарет и с помощью трафарета сделаю надпись, чтобы было понятно, что у нас находится в этой банке. Ну, тут совершенно различные надписи есть, широкий выбор, поэтому пользуйтесь такими трафаретами, очень удобно. Есть, кстати, сейчас не только трафареты, но и такие трансферы, да, которые вы можете уже как трансферная декупажная карта. То есть вырезать просто, смочить и перевести эту надпись аккуратно. В данный момент будем пользоваться трафаретом. Белая краска, губка. Можно кисточку использовать, как вам удобнее. Вот такая получилась надпись. И сейчас я возьму патину, битум, неважно, что у вас есть, и выделю где-то картинку, где-то крышку. В общем, такая история, которая завершает работу, да, подчеркивает какие-то моменты. Вот эти все действия с битумом, с патиной лучше проводить после того, как вы уже хорошо покрыли лаком, и все, вы больше не будете. Или дать потом битуму очень хорошо высохнуть, прям в течение нескольких дней, и после этого покрыть еще сверху лаком. Беру крышку. Вот и подошел к завершению очередной мастер-класс. В результате получилась довольно-таки симпатичная баночка для хранения различных продуктов, что угодно можно в ней хранить. Также бонусом шла такая подставочка под горячие. Все с легкостью можно сделать, никаких особых материалов здесь применять не нужно. Краски, лаки и декупажные карты, все это у вас есть в наличии. Поэтому с легкостью вы можете из обычной стеклянной банки сделать не только полезный аксессуар, но и классную вещь, которая будет украшать ваш интерьер на кухне. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам такой мастер-класс, делитесь своим мнением, своими идеями. Мне это безумно интересно и приятно общаться с вами. Также хочу вам напомнить, что сейчас на канале Колыбель Искусства проходит очередной конкурс-розыгрыш. Вы еще вполне успеваете в нем принять участие. Для того, чтобы быть участником, вы должны быть подписаны на канал Колыбель Искусства в Телеграме и Ютубе, активно оставлять свои комментарии под видео с конкурсом, это шампанское, видео с шампанским, и оставлять свои лайки. Это помогает развиваться мне и моему каналу. Я желаю всем удачи и победы в этом розыгрыше. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Всего вам доброго и давайте творить вместе.